В этом году мы вновь торжественно отметили День Победы. Неотъемлемой частью этого священного для нас праздника являются песни Победы. Моя любимая, это пробирает буквально до дрожи, «Священная война» или советская классика «Синий платочек», «10-й наш десантный батальон». Песни, слова которых известны каждому из нас. Современных песен не так много, по моему мнению, есть прекрасный «Месяц май» или, например, на нашем канале есть две авторские песни, одна из них полностью написана мною. Эти все мелодии как возможность сказать спасибо, пережить те эмоции вновь, которые проникают в глубины души. Невольно наворачиваются слезы, когда пропеваешь их вновь и вновь, ведь за этим стоит подвиг нашего народа. В этом выпуске мы разберем историю появления песен военных лет, под которые наша страна вставала и шла на смертный бой за землю, за семью, за советский народ, за отечество. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения «Победа 945». С вами я, Павел Кухаркин. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь, обязательно делитесь, ставьте лайки, ну и, конечно же, комментарии, которые помогают продвижению этого видео. Поехали! Война очень быстро меняет привычный повседневный репертуар. Уже в июле 1941 года на радио почти исчезает легкая эстрадная до военных лет музыка. Вместо нее приходят песни, написанные для армии, для госпиталя, для тыла и для победы. Их слушают в землянках, на станциях, в санитарных поездах, в цехах эвакуированных заводов, на палубах военных кораблей, в фронтовых городах и даже в блокадных ленинградских квартирах, где зимой 1942-го люди греются у жестяных печек и продолжают жить под артобстрелами. Ранее в выпуске «Театр во время войны» мы уже рассказывали, как работали советские творческие коллективы в годы Великой Отечественной, как артисты выезжали на фронт, как выступали, поднимая боевой дух бойцам и помогали справиться с ужасами войны. С песней происходило то же самое. Она очень быстро ушла со сцены в обычную солдатскую жизнь. Многие фронтовики вспоминали одну простую вещь, что знакомая песня иногда действовала сильнее длинной мотивирующей речи командира. Уже в первые недели войны на фронт отправляются концертные бригады. Лидия Русланова поет перед бойцами Западного фронта. Клавдия Шульженко выступает в частях Ленинградского фронта и позже станет одним из символов блокадного города. Леонид Утесов собирает музыкальные программы для армии и флота. Особое место занимал краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под руководством Александра Александрова. С первых дней войны ансамбль выступал перед уходящими на фронт частями. Для миллионов людей именно эти голоса стали голосами военного времени. Фронтовики потом вспоминали одну и ту же деталь, как услышанные песни переписывали от руки. Тексты носили в карманах гимнастерок, отправляли в письмах домой, учили наизусть в окопах. В воспоминаниях ветеранов постоянно повторяется факт о том, что песня помогала им жить. Она напоминала в тяжелые дни, что рядом есть свои люди, свой дом и своя страна. На третий день войны утром 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» появился текст, который советский человек выучил наизусть. Его написал Василий Лебедев-Кумач. Всего несколько коротких, тяжелых и почти что чеканных строк. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». К этому времени уже горел Брест. Немецкая авиация бомбила города, а через западные районы СССР шли танковые колонны вермахта. Люди с ужасом читали газеты, и эти строки звучали очень точно для того времени, для того сознания, что каждый должен внести свой вклад в спасение Отечества. Композитор Александр Александров, увидев стихотворение в газете, в тот же день начал писать музыку. К 1941 году Александров был уже не только известным музыкантом. За его спиной числилось создание краснознаменного ансамбля Красной Армии, работа с хорами, огромный опыт военной и патриотической музыки. И он, будучи уже опытным композитором, очень точно почувствовал, какой должна быть эта песня. Позже участники ансамбля вспоминали, что Александров почти сразу понял ритм будущей композиции. Музыка должна была идти тяжело, широко, с ощущением большого движения вперед.
Так и получилось. Первое исполнение прошло 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале в Москве. Отсюда на запад уходили эшелоны с бойцами. Перроны были забиты людьми. Красноармейцы, офицеры, связисты, медики, женщины с узлами и детьми на руках. Война только начиналась, но прежней довоенной Москвы уже не было. Артисты ансамбля Александрова встали прямо на вокзальной платформе. Когда зазвучали первые строки, шум вокзала стих. По воспоминаниям исполнителей, после окончания песни бойцы попросили повторить ее снова. Потом еще раз и еще раз. Фронтовой корреспондент Евгений Долматовский позже писал, что воздействие священной войны трудно было сравнить с обычной песней. Она имела завораживающий эффект. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. В этих строках была душа, свойственная самопожертвованию. Люди очень быстро почувствовали, что это была не просто песня о войне, а как будто сама война вошла в музыку и заговорила с человеком. Летом 41-го ее постоянно передавали по радио. Ее знали на Северном флоте, под Смоленском, в окопах под Киевом, под Москвой и Сталинградом. Особую роль в обрамлении этой песни сыграл краснознаменный ансамбль Красной Армии. Во время войны коллектив дал тысячи концертов. Именно священная война стала песней, с которой у миллионов людей будет связана память о начале Великой Отечественной войны. Как мы уже успели отметить на примере песни «Священная война», боевые действия умеют особо обращаться с музыкой. Иногда песня рождается уже под грохот орудий, а иногда война берет вполне мирную мелодию, вырывает ее с довоенной жизни и навсегда меняет ее судьбу. Именно так произошло с «Катюшей». Когда Михаил Исаковский написал эти стихи в 1938 году, Советский Союз жил совсем другой жизнью. Страна строила заводы, открывала новые железные дороги, снимала кино, запускала станции метро и мечтала о построении коммунизма. И уже никак не думала о грядущей трагедии, которая навсегда изменит жизнь каждого советского гражданина. Исаковский позже вспоминал, что долго не мог закончить текст «Катюши». У него уже был образ девушки на берегу, но не было главного героя. Потом появился боец-пограничник, и песня сложилась полностью. Музыку к ней написал Матвей Блантер. И впервые «Катюша» прозвучала осенью 1938 года в колонном зале Дома Союза в исполнении Валентины Батищевой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Блантер потом рассказывал, что зрители сразу попросили повторить песню. Для советской эстрады того времени это был очень серьезный знак. Ведь публика редко принимала новую вещь так мгновенно. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Эти строки стали олицетворением дома. В них была нормальная мирная жизнь, которую солдат потом всю войну носил внутри себя как память, и за возвращение которой совершал самые отважные поступки. Фронтовики вспоминали, что «Катюшу» пели почти везде. Артиллерист Иван Флеров, командир первой экспериментальной батареи реактивной артиллерии, по воспоминаниям сослуживцев, как раз хорошо знал эту песню еще до войны. А уже летом 1941 года имя «Катюша» закрепилось за установками БМ-13. После первого боевого применения батареи Флерова под Оршей 14 июля 1941 года название пошло по фронту мгновенно. Немцы позже стали называть эти установки сталинскими органами, а у советских солдат они закрепились как «Катюша», чья песня наводила ужас на фашистских захватчиков. На фронте песня продолжала жить собственной жизнью. Появлялись новые куплеты о конкретных полках, фронтах и переправах. Солдаты переделывали слова под свою часть, под своего командира, под недавний бой. Так песня «Катюша» перестала принадлежать автору и стала народной. У «Синего платочка» судьба была другой. Мелодию написал польский композитор Ежи Петербургский еще до войны. В СССР песня появилась в 1940 году, но настоящий фронтовой смысл ей дала Клавдия Шульженко. Твой плеч, как провожала и обещала, синий платочек берег. Во время войны появился новый текст, написанный Михаилом Максимовым, сотрудником газеты «В решающий бой». Именно этот вариант и станет знаменитым. Шульженко потом вспоминала, что бойцы всегда просили исполнить «Синий платочек» по нескольку раз за концерт. Особенно тяжело песня звучала в госпиталях. Там люди слушали ее молча и с особым трепетом. Во времена блокады Ленинграда Шульженко выступала постоянно. По воспоминаниям артистов ее ансамбля, концерты иногда проходили во время обстрелов. В городе не хватало еды, электричества, тепла,
но залы все равно собирались. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Эти строки, как ничто другое, отображает сам смысл, мотив каждого советского солдата сражаться не на жизнь, а на смерть. За своих любимых и родных. За эту мирную жизнь, которую отняли, и за веру в то, что она непременно вернется. На войне вообще человек очень тонко начинает ценить то, что в мирной жизни казалось обычным и привычным. Память о запахе родного дома, свет горящий в окне, родной голос жены, смех детей и слезы матери, и письмо в кармане гимнастерки. Несколько строк, написанных карандашом на тонкой бумаге со словами тех самых песен, после тяжелых боев помогали не потерять связь с тем самым теплым и родным, что дает силу выжить. Осенью 1941 года поэт Алексей Сурков выходил из окружения под Истрой вместе с частями, попавшими под тяжелые немецкие удары во время битвы за Москву. Позже он вспоминал, как после одного из переходов оказался в землянке и написал строки, которые сначала вообще не собирался нигде публиковать. Это было письмо жене, Софье Кревс. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. В этих строчках нет фронтовой бравады. Там вообще почти ничего героического в привычном понимании нет. Но там есть любовь, которая дает силы жить и бороться. Именно поэтому текст так быстро пошел по фронту. Музыку написал Константин Листов, и уже зимой 41-42 годов песню знала огромная часть Красной Армии. Многие фронтовики потом вспоминали, что песня «В землянке» звучала как настоящий разговор солдата с домом. У «Темной ночи» была другая история. В 1943 году режиссер Леонид Луков снимал фильм «Два бойца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым. По воспоминаниям самого Лукова, в одной из сцен не хватало простой человеческой интонации. И тогда композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов буквально за несколько часов написали «Темную ночь». Темная ночь, только пули свистят по степи. Во время записи песни произошел почти легендарный эпизод. Работница фабрики грампластинок, прослушивая песню, расплакалась. Ее слезами была испорчена первая матрица пластинки. Поэтому в песне были слышны как будто посторонние шорохи и звуки. Эту историю позже вспоминал и сам Богословский. Фронт принял «Темную ночь» сразу. Солдаты узнавали в ней себя без всяких объяснений. Потому что ночью на войне человек действительно остается один со своими мыслями. Днем бой, ночью письма и воспоминания. У песни «Огонек» вообще удивительная судьба. Стихи Михаил Исаковский написал в 1942 году, и они начали расходиться по всему фронту без официальной музыки. Люди пели текст на разные мелодии, передавали друг другу, переписывали вручную, и только гораздо позже появилась устойчивая музыкальная версия. На позиции девушка провожала бойца. «Огонек» быстро стал одной из самых фронтовых песен войны. Отдельной жизнью на фронте жило стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Оно было написано в 1941 году и посвящено актрисе Валентине Серовой. Впервые текст появился в газете «Правда» в январе 1942 года. Дальше произошло то, что редко случается даже с очень сильными стихами. «Жди меня» начали переписывать вручную тысячами экземпляров. Листы носили в карманах, отправляли в письмах, читали перед боем. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Симонов позже вспоминал, что на фронте к нему постоянно подходили бойцы и говорили о «жди меня», как о личной вещи, не как о литературе. Многие солдаты вообще не разделяли тогда стихи, песню и письмо. Все это работало одинаково, помогало верить и надеяться. К середине войны лицо фронта сильно изменилось. В 1941-м армия жила в постоянном напряжении первых катастрофических месяцев. Это отступление, окружение, сгоревшие станции, бесконечные эвакуационные колонны, движущиеся все на восток. А теперь Красная Армия сама стала противника гнать через всю Украину, Белоруссию, Польшу до самого Берлина. Но уже была накоплена невыносимая усталость от многократных сражений. И песни это почувствовали очень точно. Похожее настроение было у Соловьев. Василия Соловьева-Седова и Алексея Фатьянова. Фатьянов к тому времени уже сам прошел войну.
Он выступал перед бойцами, жил рядом с фронтовой жизнью и прекрасно слышал, как разговаривает армия. Поэтому песня получилась необыкновенно честной. Солдат просит только об одном — о покое. Маршал Жуков позже говорил, что очень любил Соловьев, и это многое объясняет. Люди, прошедшие войну, от начала до конца очень хорошо знали цену нескольким спокойным часам ночи. Совсем другой интонацией жила песня «Давай закурим». Музыка Модест Табачников, слова Илья Френкель. Давай закурим, да по одной, давай закурим, товарищ мой. Эта песня вообще держится на одной очень точной детали – фронтовой жизни. После боя солдаты собирались рядом у полевой кухни, возле грузовика, у стены полуразрушенного дома. Доставали махорку и несколько минут просто молчали. Или разговаривали о чем-то, кроме войны. Фронтовики потом вспоминали такие минуты по-особенному. К весне 1945 года Красная Армия уже шла по Германии. После Висло-Одерской операции до Берлина оставались считанные недели. В частях все чаще говорили о доме. Люди начали осторожно произносить слово «победа», хотя еще продолжались тяжелые бои. Именно после этих событий появляется текст песни «Казаки в Берлине». Музыка братьев Дмитрия и Данила Покрас. Слова Цезаря Солдаря. Окончательно оформлена она была уже летом 1945 года после победы в Великой Отечественной войне. Для страны эта песня прозвучала очень сильно. Советские люди слишком долго ждали момента, когда можно будет услышать песню армии, которая дошла до Берлина и сломала хребет нацизму. Именно поэтому песни последних месяцев войны звучат по-особенному. В них есть уже ощущение конца огромной дороги, которую страна прошла от лета 41-го до Берлина. Советские военные песни остаются в наших сердцах и сегодня, потому что они настоящие. Они наши. Эти песни проживали войну вместе с солдатом, с ним уходили на фронт, с ними лежали в госпиталях и с ними брали Берлин. Именно поэтому они до сих пор звучат живыми, потому что вместе с ними осталась жива память о поколении, которое выдержало самую страшную войну 20 века и ценой своей жизни подарило нам возможность жить. Пишите в комментариях, какая ваша любимая песня. А на этом все. Пока.